Танутун очень одарена в плане духов, и это неудивительно, у ее отца Тансана были двойные духи. Кроме того, он стал двойным богом, что не менее впечатляюще. Но Танутун, кажется, даже превзошла своего отца, потому что у нее, согласно оригиналу, 3 духа. Да, в первой части Боевого континента наличие уже 2 духов казалось чудом. Но чтобы сразу 3 духа, напишите в комментариях, как по-вашему, не слишком ли это много для одного мастера. Кстати, у Хуюйхао, будущего мужа Танутун, также 3 духа. В последующих видео мы обязательно подробнее рассмотрим его духи, если вам, конечно, интересно. Итак, первый дух Танутун – сияющая богиня-бабочка, запечатанный божественный дух. Второй достался от Тансана, молот чистого неба. Многие подумают, молот чистого неба – лучший дух на континенте. Почему Танутун так мало им пользуется? Дело в том, что драконья бабочка по грубой силе и разрушительности никогда не проиграет молоту. Она либо будет равна, либо даже немного превосходить молот. Все-таки этот дух был у Танутун как подарок богов. Но какой же ее 3-й дух? На самом деле это ее неполноценный настоящий дух, и рассказывается о нем довольно мало. 3-й дух Танутун – морской бог, а если точнее, это ее 9-е кольцо и навык призыв морского бога. Ее 3-й дух называется квази-дух, то есть мнимый или ненастоящий дух. Неужели Танутун может вызвать своего отца? Согласитесь, было бы здорово увидеть, как Танутун в критический момент вызывает своего папу, морского бога Тансана. И он с неба спускается в своей славе и величии, готовый разобраться со всеми врагами дочери. Но все немного иначе. Когда Тансан отпустил свою дочь, Танутун, на боевой континент, разве мог он оставить ее ни с чем и не позаботиться о ее безопасности? Поэтому, чтобы в случае угрозы защитить ее, Тансан, как морской бог, также дал ей способность под названием «Призыв морского бога». Это такая же способность 9-го духовного кольца Босайси. В результате появляется огромный аватар морского бога с трезубцем в руке. Однако теперь это не прежний морской бог, как у Босайси, а фантом морского бога Тансана. Этот дух особенный, и он немного отличается от духа Босайси 10 тысяч лет назад, потому что к нему нельзя прикрепить кольца. Преобразованный струйкой сознания Тансана, он существует внутри Танутун, но полностью ей не принадлежит, а соотношение колец на нем неизвестно, и вероятно их нет, потому что это не настоящий дух. С тех пор, как Танутун спустилась в царство смертных, на ней была запечатлена метка трезубца. Это должно было защитить ее от вреда. Она появлялась всякий раз, когда кто-то пытался напрямую нацелиться на ее духовное море, будь то друг или враг. Это сделало ее невосприимчивой к большинству духовных атак и эффектов. На Танутун также была намечена печать, чтобы никто, кроме ее семьи, не стал с ней слишком близок. К тому времени, когда ее воспоминания возвращаются, метка трезубца становится еще более заметной. Направляя его силу, она может улучшать свои общие способности. Это также дало ей некоторую власть над морскими духовными зверями. Она также может использовать ее, увеличивая свои силы вместе с отметиной на лбу. Благодаря родстве Тансана, она может превратить свое золотое копье дракона в проекцию трезубца морского бога. С его помощью Танутун может создавать золотые ореолы, напоминающие способности оригинального трезубца морского бога. Она также способна подавить всех морских духовных зверей через свою родословную. Из всего этого можно сделать вывод, что 3-й дух Танутун – пучок божественного сознания Тансана. Он беспокоился о безопасности своей дочери, поэтому поместил свою нить божественного чувства в Танутун. В ее теле форма существования божественного смысла морского бога почти такая же, как у Хуюйхао Электролюкс. Однако Танутун может использовать особый метод, чтобы активировать боевую душу морского бога, что сделало силу ее родословной еще сильнее. Вот почему, когда один старейшина хотел увидеть жизненный опыт Ван Дуна, он, казалось, был заблокирован чем-то, и возможно это было божественное сознание Тансана. Впрочем, это кажется вполне логичным, и у бога Тансана была такая сила. Даже ледяной шелкопряд в миллион лет мог помочь Хуюйхао получить дополнительный 2-й дух. Так почему Тансан, как бог-король, не мог помочь кому-то изменить его боевой дух? Возможно, Тансан изначально намеревался, чтобы Танутун унаследовала его положение морского бога, в то время как Хуюйхао мог унаследовать положение бога Асуры. А в одной из частей боевого континента Тансан даже хотел, чтобы Хуюйхао и Танутун унаследовали должности 2 богов-королей – разрушения и жизни. Что вы думаете о 3-м квази-духе Танутун? Насколько он полезен? Напишите в комментариях. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока!